Всем доброй ночи. Еще раз. Друзья мои, я хочу вам напомнить о том, что существует такое понятие, как проклятие майя. Эти все проклятия, заговоры, заклятия, заклинания и прочее, они все собраны, и основой всему этому служит древняя книга, черная книга майя, в которой были собраны все гимны черным богам, темным силам, темным демонам, демоническим сущностям и прочее. И вот на основе всего этого многие магистры средних веков составляли свои особые проклятия, которые очень сильно срабатывали. К сожалению, настоящих источников и подлинных источников очень мало, и они хранятся в частных коллекциях, и мало кто действительно реально видел эти книги и как бы может сказать, что владеет этими знаниями. И те книги, которые издаются, они на самом деле полулегенда, полуслухи какие-то услышанные, собранные, но даже они могут в руках сильного человека оживиться и подействовать, и сработать так, что очень кому-то будет несладко. В данный момент вот этот ритуал я составила на основе древних песнопений богу свирепости, жестокости и смерти Кими. У майя Кими был богом подземелья и загробной жизни, но в то же самое время обладал качествами свирепыми и не очень, скажем так, добрый бог. Хочу сказать, что прикосновение к любому богу, божеству, тем более божеству майя, древних индийцев, ацтеков, там, семинолов, ациолы еще были, да, семинолов, майя, ацтеков, прочих племен, которые, иракезы еще были, да, которые были, к сожалению, уничтожены европейскими расами. Вот, как не прискорбно звучит, но белый человек очень много сделал зла этому миру и народам древним. Так вот, их проклятие, их боги и сущности, они очень сильны. Любое соприкосновение к ним бывает чревато. Я знаю историю, когда художница начала просто рисовать пирамиды майя, и жертвенники, алтари, фотографировать, потом рисовала их, как бы выставляла и имела большой успех. Но она потом скинулась с лестницы, как кидали сердце жертвенного человека с 12 лестниц. Она оттуда кинулась и, значит, ударилась насмерть и умерла. И очень много таких подобных случаев, аномальных, без объяснений, без каких-то логических прояснений, когда люди умирали, когда соприкасались к божествам майя. Это говорит о том, что боги майя обладают особой энергетикой, силой, и не каждому они помогают, и не каждого выслушивают, и часто наказывают людей, которые касаются их культуры, их силы, их вот этих энергетических пластов. Поэтому, если вы не уверены в себе, эту порчу лучше не трогать. Но поскольку я делала и всякие, скажем так, ритуалы и работы, то вот проклятие майя я все-таки покажу для профессионалов, для людей силы. Ну, слава богам, у меня есть кролики, на которых я, скажем так, могу экспериментировать, показывать вам, что происходит и каким образом. Это нормально для любого практика. У кого будет шок и сердечный приступ, прошу пройти мимо. Им как бы не понять этого. Я вообще советую всем людям, которые не имеют касания к магии, да, не вести какие-то дебаты, обсуждения. Я дарю ритуалы, я дарю заговоры, я дарю помощь людям, которые
не владеют силой определенной, но могут воспроизвести эти ритуалы и получат помощь и перемены, так и происходит. Да? Все остальное, пожалуйста, будьте любезны. Если вам это непонятно, недосягаемо, не старайтесь, ну, как бы с точки зрения простого человека обсуждать работу и практика, потому что поймите, что не то, что там вам не понять или что простому человеку это не понять. Ну, точно так же не понять вам работников морга, как они вскрывают трупы и живут после этого, да. Точно так же вам не понять врачей, которые обучаются на лягушках и кошках, раскрывая их. Точно так же вам не понять и многих других профессий, которые, ну, недосягаемы для вас. Но для человека, привыкшего к этому, для человека, призванного к этому, это обычная работа, обычное дело. И не беритесь просто анализировать, говорить, потому что я иногда читаю: ой, это так страшно, что вы творите, что вы делаете, вот вы выставили, все сейчас будут друг другу делать порчи. Но это только дураки могут взять и сделать. И кто вам сказал, что кто-то посмеет назвать эти имена, и кто вам сказал, что кого-то допустят, абсолютно чужого человека, до этих ритуалов, а если допустят, настучат по шапке, и в следующий раз он этого не сделает. Силы очень умные, они разумные, они знают, кого допустить, кого не допустить. Хочу сказать, что вот ритуал Кими, проклятие Майя, мной испробован несколько лет назад. Он вызывает очень страшные вещи, вплоть до рака, до гангрены и прочее, прочее. Еще раз вам говорю, что мы не отмороженные люди, и сила не дается отмороженным неразумным существам. Сила дается людям очень понятливым, осторожным, людям, которые 100 раз мерят, 1 раз отрезают, людям, которых надо довести до того, чтобы они это сделали. Но иногда нужно некоторым людям причинить такую боль, чтобы они от боли кусали себе локти и зауважали ту силу, которая за твоей спиной стоит. Потому что если люди начинают создавать ложные форумы, начинают нести там всякую гнусь, всякую чушь, пытаясь этим тебе очернить, делать тебе гадости, да, хотя этим никого невозможно очернить. Я иногда читаю вот этот форум какой-то дебильный, который меня вызывает только смех. Во всем интернете никогда ничего не было такого, да, там полно только какие-то объявления от моего имени, которые я 100 раз говорила, и настолько бывают тупые люди, что 100 раз говоришь о том, что, вы понимаете, ворует мои фотографии, открывает от моего имени какие-то там профили. И опять же человек настолько туп, что без анализа... Ну, я не удивляюсь, даунов-то по жизни очень много таких, знаете, у которых справки-то нету, на самом деле дебилизма у них не отнять. Вот. Но это ладно. Я считаю, что если дурак верит в такие слухи, ему и делать нечего у меня. Но когда человек пытается вот такими мелкими, крысиными, грязными, шакалями движениями что-то сделать и надеяться на успех, на что-то другое, то таких людей нужно ставить на место и причем причинять такую жуткую боль, чтобы они вообще забыли о тебе и о твоем имени. Согласны со мной? Потому что иначе безнаказанность влечет за собой вот эту наглость очередную. Итак, еще раз предупреждаю, после того, как я 3 года назад провела человека, он остался инвалидом. Поэтому, если вы уверены в том, что тот человек это заслужил полный ход, проведите. Практикам, еще раз говорю, только практикам. Больше никому нельзя это трогать. Особенно богов майя. О Кими, забирающий души. О черный Кими, о гневный Кими, крылатый и быстрый. Ты, вынимающий душу у людей. Ты, силу жизни забирающий, тело навек убивающий. Призываю тебя и прошу тебя, заклинаю, помощь твою призываю. Душу ее тебе вручаю. О Кими всемогущий, о Кими черный вечный, бери ее душу, забери к себе в холодные объятия, держи ее душу, не отпускай. Да остынет ее кровь, да утечет ее жизнь.
да обратится она во прах. Прошу черного бога Кими, и просьба моя услышана, да исполнится. О Кими, забирающий души, о черный Кими, о гневный Кими, крылатый и быстрый, ты, вынимающий душу у людей. Ты, силу жизни, забирающий тело навек, убивающий, призываю тебя и прошу тебя, заклинаю помощь твою, призываю душу ее, тебе вручаю, о Кими, всемогущий, о Кими, черный, вечный, бери ее душу, забери к себе в холодные объятия, держи ее душу, не отпускай, да остынет ее кровь, да утечет ее жизнь. Да обратится она во прах. Прошу черного бога Кими, и просьба моя услышана, да исполнится. Дыхание захватывает, очень трудно читать. О Кими, забирающий души, о черный Кими, о гневный Кими, крылатый и быстрый, ты всемогущий, ты вынимающий душу у людей. Ты силу жизни забирающий, тело навек убивающий, призываю тебя и прошу тебя, заклинаю, помощь твою призываю, душу ее тебе вручаю, о Кими, всемогущий, о Кими, черный, вечный, бери ее душу. Забери к себе в холодные объятия, держи ее душу, не отпускай, да остынет ее кровь, да утечет ее жизнь, да обратится она во прах. Прошу черного бога Кими, и просьба моя услышана, да исполнится. Можете читать 3 раза, можете 13 раз, можете 23 раза, сколько вы считаете нужным. Лично меня уже шатает. Я скажу, оживилось все пространство и потемнело в глазах. Извините. Сильная вещь. Я знаю просто, я понимала, что мне может немножко так быть не по себе, но в любом случае, забирая нашу силу, они слушают и помогают в нашем деле. Предупреждаю еще раз, к богам майя очень осторожно. Если не уверены, не трогайте, потому что они очень сильные. Удачи вам!